находимся в Москве на предпоказе самого ожидаемого фильма осени, кинокартины «Ярость». Герои фильма – самые настоящие танки, главный из которых М4 «Шерман» под управлением Брэда Питта. Фильм находится в прокате, а интересные подробности узнаете прямо сейчас. Антон, скажите, пожалуйста, фильм очень успешно заходит в США. Как вы считаете, в российском прокате он будет столь же успешным? Знаете, я думаю, что в российском прокате относительно проката США, если сравнить, он будет более успешным, поскольку, во-первых, эту картину с нашей страной связывает очень многое, а если даже это вывести за скобки, то та комбинация интересных визуальных эффектов, драмы, качественной истории и, безусловно, присутствие Брэда Питта в картине в главной роли дает мне максимальную уверенность, что в нашей стране картина ждет, безусловно, успех. А самому не захотелось в танке сесть, побыть мехводом или командиром? Хотя бы в игре. По-моему, чувствую, к чему вы ведете. Знаете, я даже пробовал. А скажите, действительно, как родилась идея сотрудничества именно с Wargaming и World of Tanks? Да знаете, если это не очевидно, то могу сказать, что лучшие выбирают лучших. Что вы ожидаете от фильма «Ярость»? Я видел только трейлер и прочитал о фильме. Мне очень интересно посмотреть фильм о Второй мировой войне. А как вы думаете, военные игры помогают как-то развитию, обучению? Поскольку я очень хорошо знаю создателей компьютерной игры «Мир танков» и теперь уже «Мир самолетов», это делают белорусские айтишники, и мы на нашем канале ТРО очень часто показываем их разработки, поэтому там с исторической точки зрения все сделано очень точно, и это очень важно. Вот, например, на нашем телевидении сегодня количество сериалов про войну уже зашкаливает, и надо несколько притормозить. А вот для американцев это большая редкость снять фильм про Вторую мировую войну. Поверьте мне, их мало, и если вы захотите сейчас вспомнить, вот мне приходит в голову «Спасти рядового Райана», великий фильм, но вот так, чтобы я мог вам целый список назвать, не назову, хотя они есть, конечно. Итак, фильм начался, а мы пока побеседуем с оператором картины Романом Васьяновым. Охраняйте перекресток. Если они пройдут вас, нам конец. Вы наша единственная надежда. Как вам работалось, в общем, с Дэвидом Эйром? Какой у него стиль работы? Я думаю, он очень давно мечтал снять фильм о Второй мировой, потому что его дедушка участвовал в боях тоже в армии союзников во Франции. И это, в общем-то, его история тоже. Почему про танки? Потому что про танки, на самом деле, в Америке точно еще никто ничего не снимал. Это была такая новая, интересная тема. Да. А вот как с актерами, на самом деле, работать было? Замечательно. Были какие-то истории интересные? Да, была история, что у нас снимался сын Клина Иствуда в фильме. И он по роли, он играет там майора, который вместе с этим на главный танк Фьюри как бы садится и ведет его в бой. И Шайа Лабаф и Брэд Питт, они жили в этом танке, ночевали в этом танке и относились к этому танку как просто к дому. То есть там никакого мусора на нем никогда не было, они все чистили, за ним смотрели, как настоящие танкисты. И мы снимаем сцену, и вот, собственно, Клин Иствуд начинает жевательный табак, что, в общем, его как бы персонаж должен делать. И когда люди жуют жевательный табак, они начинают сплевывать его на танк. И в этот момент Шайа разворачивается, и я понимаю, что сейчас начинается какая-то драка просто посередине, потому что он плюет на танк. И Брэд Питт тоже завелся. В итоге режиссеру пришлось в это встрять, их как-то разнять, успокоить, и потом и Брэд Питт, и Шайа обнаружили, что по сценарию, на самом деле, он сидит на танке и плюет. То есть не то, что он это делает из невежества. Они идут! Сколько? 300. Наш танк подбит! Мы никогда не отступали, не отступим и сейчас. Я удержу перекресток. Какого черта ты делаешь? Это мой дом. Я очень была впечатлена, потому что сидела в кабине Шермана. И там, я не скажу, что очень уютно. А для ребят это было действительно вот как дом. Как вам удалось передать эту атмосферу дома?
Ну, это очень долгий был процесс. Наши художники строили эту декорацию почти 2 месяца, потому что это была не просто декорация танка, он должен был двигаться, стрелять, там должны работать все рычаги, лица масла, должно передаваться движение этого танка, то есть люди должны двигаться вместе там, с поворотом танка. То есть это очень сложная инженерная конструкция. Потом была продумана система отъема стенок этого танка, чтобы была возможность поставить туда камеры, при этом не нарушая, что ли, мир актеров, потому что они в настоящем танке они сидят на расстоянии практически там, 30 сантиметров друг от друга, плечо к плечу. И для Дэвида было очень важно не нарушать вот этот их мир и не вторгаться туда с камерой, светом и начинать снимать кино. Хорошо, а вот столько всего про танки, а сами водили танк, может быть, виртуальные танки хотели бы поводить? Да, но у нас Дэвид и я, мы, в общем, иногда играли вот этот World of Tanks. Онлайн-игра, замечательная игра, да. Она, на мой взгляд, я надеюсь, что поклонники этой игры посмотрят наше кино, потому что очень много было... Мы и консультировались с ними, и общались по этому поводу, они нам что-то подсказывали, потому что вообще и создатели этой игры, они, наверное, знают о истории танкостроения больше, чем кто-либо другой в мире. Вот, поэтому мы с ними консультировались, и Дэвид как-то очень трепетно относился к этому сотрудничеству. Я играю периодически, поэтому... А на каком танчике играете? Ну, я на Т-34, у меня дедушка был танкистом, поэтому я... Замечательно. Ну что можно сказать после этого? Идите в кино и смотрите фильм о настоящей мужской дружбе, танках, противостоянии и победе. А благодаря сотрудничеству Sony каждый танкист может почувствовать себя командиром Шермана Фьюри, который можно приобрести в игре. Не упусти свой шанс стать героем фильма. Стреляй! Огонь! Мне страшно, мне тоже страшно. Бой не окончен! Бой не окончен! Давай! Мы сейчас находимся на 42-м километре Волоколамского шоссе. Здесь находится малоизвестный, но при этом очень насыщенный историческими, легендарными танковыми моделями музей. И непосредственно у меня за спиной вы видите журналисты. Это 30 человек, которые только что посмотрели фильм «Ярость» с Брэдом Питтом и впервые в жизни увидели настоящий танк «Шерман», на котором, собственно, Брэд Питт и громил фашистских ребят.